Для меня лично вот нет объяснений. Вроде и хочется, с одной стороны, их оправдать. Вот этих людей, которые жили здесь, чего-то добивались, чего-то достигали. Вроде на улице жили, а хорошо жили. И что-то им совершенно не зашло. А что? Ну, хоть объяснение дайте. Здравствуйте, дорогие зрители. Люди, потерявшие благосостояние и влияние, они теперь полны злобы на тех, кто еще недавно восторгался ими, а теперь вычеркнуты навсегда. Круг уехавших знаменитостей жалуются на трудности. И ведь как недавно они мечтали променять российские награды и звания на гордый статус иноагента. Президент России сделал громкое заявление, поставил точку на иноагентах. Еще вчера эти звезды зарабатывали здесь, в России. Выступали, покупали яхты, виллы, элитные квартиры, вели роскошную жизнь. А сегодня уехали. И теперь из-за рубежа сыплют в сторону страны поток упреков. Конечно, ведь теперь проще. Взял интервью, сказал пару громких слов. Мы иноагенты, вражьи элементы, мы сидим на попе в солнечной Европе. И вот ты уже борец за свободу. Только вот в России отношение к ним изменилось. Как иначе воспринимать актера Панина, который пожелал России стать радиоактивным пеплом? Вот она, цена лояльности Западу. Русофобия – новый пропуск в их мир. Главное – громче обругать родину. А там и работа найдется, и статус беженца, и место в ток-шоу. Если я и пошел бы на эту войну, то именно на стороне Украины. Конечно, однозначно. То есть, вы понимаете, для меня это даже не на стороне Украины. Для меня это на стороне моих братьев. Актер Артур Смольянинов живет в Риге. У приятельницы. Своего жилья нет, ролей тоже. Зато интервью хоть отбавляй. Сидит, рассуждает о России. Задача собрать 15 тысяч евро, если больше. Лучше. Он рассуждает о том, как бы сражался против своей родины. Гордится этим. Вот уж кто нашел свое призвание – плевать в тарелку, из которой ел. Тем временем звезды шоу-бизнеса вступили в заочную перепалку. Кто уехал, кто остался. Классика жанра. Одни рассуждают о свободе, другие просто работают. Никита Михалков, комментируя происходящее, сказал ясно. Почему вы сейчас заверещали так все? А потому что возникла опасность санкций. Потому что у вас дети учатся там. Потому что там банки. Не дай бог что-нибудь, так сказать, перекроют. У вас там дома, квартиры, яхты. Это страшно. Это страшно. И чтобы этого не случилось, или чтобы, по крайней мере, вас это не затронуло, вы сейчас рыдаете по поводу бедного украинского народа? Помилуйте, но как? Ну как? Это не разочарование, это злоба. Злоба, которая в них жила всегда. И ведь правда, называют страну совком... Это не глупость. Да. Никак. Это экстремизм. Это злоба. Значит, в них это все жило. Это те люди, которые называли нашу страну совком. То есть это вот те самые... Просто продолжили в более такой форме уже, агрессивной. Жалко, нельзя матерком вас в программе выразить. Да вот все, я думаю, знают насколько как. Русский язык матерком богат. То есть можно было их просто... У меня столько слов есть на них. Смотрят свысока, а жили здесь прекрасно. А теперь все предатели разбежались, как тараканы при свете. Поклонники же наблюдают, кто настоящий патриот, а кто просто пользовался Россией как кормушкой. И ведь чем дальше, тем грязнее их слова. Каждое новое интервью как новый плевок. А это, друзья, закономерно. Когда публика отворачивается, нужно искать новую публику. Вот они и стараются. На чужих сценах, перед чужими лицами, с чужими песнями о мире и свободе. Гордон, Собчак, Дудь. Список тех, кто с радостью подыгрывает, можно продолжать долго. А вопрос один. Где вы были в 8 лет? Когда гибли люди, когда страну поливали грязью, когда было труднее всего. Большинство из тех, кто сбежал, когда-то дружили, работали вместе. Но дружба закончилась, когда речь пошла о чести.
Сначала досада, потом привычка, теперь равнодушие. Как сказал Виктор Рыбин из группы «Дюна», Это, возможно, наверное, это не стоит, это какая-то досада, знаете. Ну, временное, в начале. Я думаю, сейчас уже все Сейчас прошло. уже все, да, была прошло. какая-то досада. Да. Ты чё, блин, чувак, ты чё творишь-то? Да, так что... Да какого фига-то? Мы же вместе тут тусовались, все знаем. Все хлебали одной ложкой, и все. мы хлебали одной ложкой, а потом, сверкая пятками, убежали. И точно, одной из первых Земфира, любимица публики, рок-звезда, гремучая змея-тихушница. Страна нанесла массированный ракетный удар по всей Украине. Она не кричит, она шипит тихо, но ядовито. Из-за границы обвиняет родину во всем. Антироссийские лозунги со сцены, а ведь раньше миллионы гонораров из Москвы. Теперь живет в Париже. В Москву собиралась лечить зубы. Вот и вся любовь к родине. В Амстердаме дала последний концерт. Как трогательно. Уйду учить французский и гулять. Да только песни ее стали прощанием не со сценой, а с совестью. И вот вопрос, а если они захотят вернуться, пустят ли их? Может быть. А вот народ вряд ли. Народ-то помнит. Михалков сказал прямо. Они же будут рассуждать о морали. А у некоторых, вроде Хазанова, Я говорю, пустить-то, может, и пустят. Примет ли их народ? Они же не в лесу жить будут, не пенькам молиться. Казанов, ты сын Израиля. Я живу здесь. Чего вы должны живут? У меня гражданство российское. И еврейское, Израиль. И еврейское, Израиль. Второе гражданство берут предатели Отечества. Патриотизм есть рабство. вообще странная метаморфоза. Еще недавно тонкий интеллигент, а теперь вдруг возвращается, перевоплощается, пытается быть своим. Ну, конечно, удобно. Когда тебе хорошо, можно быть против, а когда ветер подул, вспомнить про Россию. Подлецы, диверсанты, все, кто разрушит государство. И вас всех с двойным гражданством я быстро лишу этого гражданства. Макаревич – отдельная история. Я не представляю себе, что это такое. В общем, я вам желаю все это выдержать и сдюжить, и всех их победить. Что называется потек, да, то есть на его лицо посмотрите, он там улыбается, как домашний чеширский кот, да, то есть такой весь радостный, что на него обратили внимание, потому что он по своей натуре предатель. Макаревич в этом интервью, он не просто невменяемый, он ведет себя как последняя подлиза. Певец, иноагент, философ, играющий на укулеле. В интервью с гордостью признается, что боится приезжать на Украину. Я не чувствую сегодня пока морального права там показываться. И не сделать бы хуже. Я в первый день победы вашей, если позовут, разумеется, я с удовольствием приеду, и мы устроим бешеный концерт. А как же его крики про бешеные концерты? Все поняли. В настоящее время Макаревича проверяют на наличие признаков экстремистской деятельности. И если вина подтвердится, возможен заочный арест. И что же он делает в ответ? Сочиняет песенку на фоне стога сена. В телевизоре Мурло. Слушаю. Запах гари принесло. Скушаю. Как вы, ребята, которые реализовались в Советском Союзе, в России, как вы, получив все это признание, все теперь предаете все то, на чем вы выросли, что кормило вас? Чем грязнее, чем ярче, тем лучше. Периодически нужно или песенкой, или куплетами, или оскорблением, или действием. На укулеле. 2,5 минуты и попытка доказать, что Россия – страна второго сорта. Серьезный аргумент, ничего не скажешь. Никита Джигурда, кстати, ответил по-своему. Ты, Андрюша Макаревич, чё ж ты там не протестуешь в Израиле? Вы чё там?
детей вы посмотрите, сколько женщин, стариков, израильская армия. Так кто вы? Вы. А мы с Христом. Вот и вся разница. Андрюша, а почему ты не протестуешь в Израиле? Вопрос без ответа. А ведь прав он. У этих людей всегда двойные стандарты. Патриотизм включается только, когда пахнет гонораром. Выступал для бандеровцев, для ВСУшников и нацбатовцев. Все уже стало понятно. И хоть он и говорил, что это типа для мирных жителей, там такой благотворительный концерт для пострадавших, все было понятно, с кем он, на чьей стороне и кому он сочувствует. Макаревич плевать хотел. Андрей Макаревич – это предатель России. Он выступал и поддерживал и финансово, и концертом. Запомните раз и навсегда. И Макаревич, и Пугачева, и Галкин, и многие другие. Тех возможностей, которые у них были в России, у них нигде, никогда в другом государстве не будет. Там свои артисты, там свои деньги, и никто с ними делиться не будет. Максимум, что им светит, это значит пенсия в забвении. Все, другого ничего. Осенью Макаревича не пустили в Казахстан, Узбекистан и Киргизию. Их жители сами сказали «не ждем». И действительно, кому он теперь нужен? Артемий Троицкий, критик из Эстонии, ругает тех, кто остался в России, называет их лугандонцами. Были у меня тогда друзья, там, скажем, Ваня Охлобыстин, Саня Скляр, Вадик Степанцов. Вот они все, значит, к сожалению, оказались крымнашистами, этими лугандонцами и так далее. Вот. Я с ними всякие контакты прекратил. Интеллигентное словцо, не правда ли? По поводу Лепса и Шамана, это просто, это продажные, это люди, которые решили воспользоваться возможностью. Сцена опустела, да, то есть огромное количество популярнейших, известнейших артистов или уехали, или замолчали. Они этим пользуются и теперь, значит, вовсю разгуливают за счет госбюджетов и так далее. Григорий Лепс ответил просто: «Все поездки оплачиваю сам, по совести, без копейки госденег». Троицкий на это: болеет человек. И правда, лечиться пора. Может, больной, я же хороший человек, болеет, наверное, просто. Надо лечить. Есть определенная каста артистов, инагентов, которые уехали из России и нелестно высказываются о нашей стране. Борис Гребенщиков, тоже иноагент, считает, что Россия на него охоту объявила. У каждого человека есть головной мозг. И он способен разобраться с тем, что если он поедет в какую-то страну играть, не исключено, что его под белые ручки могут посадить в самолет и припроводить в Москву или прямо в Сибирь. Как трогательно. После ареста группы Би-2 в Таиланде музыканты испугались, что их могут вернуть домой. Продали остатки совести, зато остались при заграничной визе. Лидер Би-2 теперь просит звать группу австралийской. Ну, конечно, из Белоруссии через Израиль в Австралию. Настоящий гражданин мира. В Израиле, в Австралии, потом мы жили в Москве. То есть это такая была перманентная миграция. Я так и не называл свою жизнь. То есть просто я человек мира. А Панин теперь дает мастер-классы в Америке. Хочу поделиться с вами своим опытом, хочу пригласить вас на свой мастер-класс актерский, он же творческая встреча, на котором пробуем избавиться от боязни сцены, выходить на публику, на широкую аудиторию. Попробуем поделать актерские упражнения, которые мы делали в театральном институте. Пусть он там сидит, их учит и, соответственно, изнутри их разваливает и разлагает. Учится не бояться сцены, хотя бояться стоило бы. Позора. Когда-то он гордо ездил с триколором в Крым. Русский Крым, русский Севастополь, русскую Ялту. Мне просто стыдно, я русский. А теперь просит прощения за то, что был русским. Вот вам цена эмиграции. Стыд за собственное происхождение. Татьяна и Сергей Никитины, авторы добрых песен нашего детства. Теперь в числе тех, кто поддержал британский фонд «Настоящая Россия». Благие цели, говорите? Помощь беженцам? А куда уходили деньги, никто не знает. Зато гонорары за участие в фестивалях
3000 евро. Среди участников все те же – Хаматова, Гребенщиков, Полоскова и все с критикой в адрес России. Главная ценность – это жизнь человека, его достоинство, его свобода. Поэтому нам близко и понятно то, ради чего создан фонд «Настоящая Россия». Люди, которые согласились на любые политические выступления или участие в политических проектах, они 100% знают, где они находятся и что они делают. Вот и настигла карма. Остались без репертуара, без песен, без публики. А теперь они спешат оправдаться. Мол, мы ни при чем, нас неправильно поняли. Как удобно, правда? Каждый раз одно и то же. А в финале речь президента России. Каждый делает свой выбор. Можно уехать, можно остаться. Но если уехал, служи тем, чьи интересы выбрал. Путин поставил точку. Культура не пострадала. Те, кто хотел работать для России, остались. Те, кто хотел служить чужим, пусть служат. А народ помнит и никогда не забудет. Друзья, напишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом. Поддержите видео оценкой и не забудьте подписаться на канал. До встречи!